Не могу забыть человека, не могу перестать о нем думать. Мучают постоянно какие-то флешбеки, воспоминания, очень дергают эмоции и всплывают какие-то переживания по поводу другого человека. Когда есть такие проблемы или вам нужно освободиться от какой-то эмоциональной или любовной привязанности, первое, что можно сделать, это разгрузить ваши отношения от такого эмоционального балласта, от эмоциональной массы, от эмоциональных долгов, от всего непроговоренного, всего невысказанного или невыраженного. И для этого подойдет такое вольное прочтение гавайской техники Хоапонопоно. Здесь первое, что нужно сделать, это вообще выразить как-то и проговорить, адресно проговорить то, что вы чувствуете к человеку. То есть прям представляете перед собой другого человека, прямо чувствуете его, прислушиваетесь к своему отклику, что вы сейчас испытываете, и начинаете выражать. Там, например, «Мне тебя очень сильно не хватает», или там «Я очень сильно тоскую», «Мне очень печально, когда я вспоминаю о тебе», или, например, «Я тебя ненавижу, сволочь, я тебя хочу просто замочить, подонок», и так далее. Или «Я тебя очень сильно люблю, и мне тебя очень сильно не хватает», и так далее. То есть выражаете то, что приходит, глядя на этого человека. Делайте, естественно, это в одиночестве. Можно для этого воспользоваться пустым стулом. Ставите перед собой пустой стул, представляете, что на нем сидит нужный человек, и выражаете до тех пор, пока не иссякнете. Выразите все эмоции, все, что у вас откликается. Не скупитесь. Второе, что можно сделать, второй шаг – проявить сожаление, сопереживание. То есть мне очень жаль за это, за то. Мне очень жаль, что так произошло. Мне очень жаль, что у меня не получилось что-то для тебя сделать. Мне очень жаль, что ты был вот таким в этой ситуации или такой. Мне очень жаль, что так случилось, что мы там, например, повздорили. Мне очень жаль за это, за то и так далее. Выразить все сожаление, все сопереживание, все невыраженное сопереживание. Тем самым мы освобождаемся от непроговоренных, от таких эмоциональных долгов. Третье. Прости меня. Просите прощения за все, за что чисто теоретически могли бы попросить прощения. Или чисто теоретически этот человек мог бы быть на вас зол или в обиде. Тем самым вы восстанавливаете некое равновесие, возвращаете долги. Прости меня за то, что не получилось тебе, допустим, дать больше любви, внимания, поддержки, заботы. Прости меня, пожалуйста, что в такой-то ситуации я сделал ошибку. Прости меня, что в такой-то ситуации был недостаточно мудр, недостаточно силен, недостаточно и так далее. Прости меня до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы за все уже попросили прощения, вы иссякли, вы все моменты, за которые другой человек может на вас злиться или быть в обиде, вы все это не выгрузили, не разместили между вами, не проявили все эти эмоции, чтобы погасить это чувство вины. Следующее, четвертое, это благодарность. Я тебе благодарю. Я тебе благодарю за это, за то. Я тебе благодарю за то, сколько ты мне проявил или проявила любви, заботы, внимания, поддержки, защиты. Я тебя благодарю за уроки, за опыт, за деньги, за поддержку, за все что угодно. Спасибо. Здесь также я возвращаю долги, откликаюсь на все хорошее, на все ценное, даже чисто теоретически ценное, что человек, допустим, сделал для меня. Тем самым я точно так же продолжаю восстанавливать баланс для того, чтобы потом отсоединиться от этого человека. И пятое, последнее, выйти из всех игр и перестать что-то доказывать человеку фразой, что я сделал для тебя все, что было в моих силах. Я делал это, и все.
Я сделал для тебя все, что было в моих силах. Чтобы здесь закончить любые ожидания чисто эмоционально. Допустим, если я нахожусь в таком подвешенном состоянии, что как будто бы другой человек что-то от меня ждет, мне важно будет проговорить, что я сделал все, и больше не буду, и больше не хочу. Все, сколько дал, столько дал, большего не будет. Я сделал для тебя все, что было в моих силах. Что я чувствую? Мне очень жаль, прости меня, я тебе благодарю, я сделал для тебя все, что мог. Выгружаем тем самым все эмоциональные залежи, всю эмоциональную массу, которая лежит между вами. Следующее, что мы можем сделать, отсоединиться от человека. Для этого поможет также вольное прочтение так называемой молитвы гештальтиста. Она состоит из нескольких шагов точно так же. И первое – это рассоединение, некое проживание инаковости. Я – это я, ты – это ты. У меня своя жизнь, у тебя своя жизнь. Я делаю свое, ты делаешь свое. Например, еще у тебя свое мнение, у меня свое мнение. Наши мнения могут быть отличны, и это нормально. Моя жизнь может отличаться от твоей жизни, мои принципы могут отличаться от твоих принципов, и это нормально. Это первое. Второе. Я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Отделяемся. Третье. Если нам суждено было быть вместе, то я очень благодарен этому опыту. Но если нам суждено было расстаться, то значит так тому и быть. И завершаем тем, с чего начали. Потому что я – это я, ты – это ты, у меня своя дорога, у тебя своя дорога, у меня своя жизнь, у тебя своя жизнь. Спасибо, прощай. Следующее, после того, как мы отделились от другого человека, посмотрите, какие у вас есть эмоционально насыщенные воспоминания, связанные с этим человеком. То есть начинаем убирать наши так называемые флешбеки. Иногда у нас с этим человеком были такие острые эмоциональные события, к которым мы возвращаемся раз за разом. Иногда даже некоторые места или музыкальные воспроизведения, или какие-то ассоциации нас наводят на воспоминания об этом человеке, и мы вспоминаем и опять вваливаемся в какие-то нересурсные, некомфортные для нас эмоциональные состояния. Поэтому начинаем освобождаться от этих флешбеков, эмоциональных воспоминаний, допустим, с помощью также вольного прочтения техники из НЛП под названием «Отсушка». Вспоминаем первое какое-то эмоциональное событие, которое приходит в голову, когда мы думаем про этого человека. И начинаем его проживать, просматривать от начала до конца. Что там было, что я делал с этим человеком, как было мне, что я слышал, что я чувствовал и так далее. Далее я начинаю то же самое смотреть, но не из своих глаз, не ассоциированно проживая, как будто бы сидя в кинотеатре. Я могу также откинуться и начать смотреть ту же самую ситуацию, но уже как будто бы на плоском экране монитора или экрана в кинозале. И далее я могу начать отодвигать этот образ, это видео, и параллельно с этим могу, например, менять некие настройки этого видео. Я могу, например, делать тише звук. Я могу понизить яркость. И я могу отдалять эту картинку от себя. И по мере того, как вы отдаляете эту картинку, делайте ее более размытой, менее четкой. Убирайте цвет, убирайте совсем звук. Обращайте внимание на то, что у вас совершенно другие эмоции. Вы уже меньше чувствуете какие-то эмоциональные реакции от того, что происходит на картинке. Через некоторое время вы сможете остановить вообще движение в этой картинке, и видео превратится в фото, в статичное. И вы продолжаете отдалять от себя это фото, эту картинку, продолжаете размывать, продолжаете убирать цветность,
Продолжайте вообще распылять эту картинку до тех пор, пока вообще на ней невозможно будет ничего разобрать. И эта картинка будет отдаляться все дальше и дальше, до тех пор, пока она не будет совсем прозрачной или черной. Вы можете сделать так, что она как будто бы истлеет от старости, и где-то уже совсем-совсем далеко она развалится на куски, истлеет, и ветер или пепел вообще унесет ее куда-то в сторону. И дальше, если вы попробуете вспомнить про это событие, у вас либо будет намного меньше эмоций, либо вы вообще с трудом, может быть, даже вспомните про то, с чем вы сейчас работали. Если сделаете все это качественно и концентрированно. После этого вы вспоминаете следующее событие, следующий флешбэк, следующие эмоциональные события, которые вас соединяют с этим человеком. Делайте то же самое. Диссоциируйтесь. Из вида из глаз вы переходите, как будто бы вы смотрите на эти события из кинозала. А можете потом еще переместиться в позицию из операторской рубки. Вы можете менять скорость воспроизведения, делать медленнее, а можете быстрее, как вам будет больше нравиться. Убирать звук либо сразу полностью, либо по чуть-чуть. Убирать цветность, убирать контраст, убирать яркость. Можете убирать совсем какие-то цвета. Можете делать размывание, расфокус и отдалять, убирать все субмодальности, убирать все какие-то визуальные характеристики до тех пор, пока вы совсем не перестанете видеть, что там было раньше на экране, и картинка сама не развалится, не истлеет, не пропадет. Работая с такими флешбэками с помощью техники отсушка, вы банально выкидываете мусор из головы на эту тему. Вы убираете все, что вам мешало. После этого, когда вы освободитесь от всех флешбэков, от всех эмоциональных воспоминаний, можно точно так же попрощаться с самим человеком. Также смотрите на него. Если вы чувствуете, что вас еще что-то связывает, и вы это как-то видите, можете, например, прям ножницами обрезать все, что вас связывало, какие-то, может быть, нити, какие, может быть, канаты, что-то. И начинаете этого человека, образ этого человека отдалять. И чем больше вы отдаляете, тем меньше у вас должно быть каких-то эмоциональных реакций, глядя на него. И по мере того, как вы его отдаляете, вы можете представить, что меняется, например, цветность. Если вы видите человека одетым во что-то цветное, вы можете как будто бы открывать краны, через которые сливается тот или иной цвет. Например, открыть кран с белым, и вся белая краска начнет куда-то выливаться из человека. То же самое открываете кран с красным, с желтым, с зеленым, с телесным. Открываете просто все краны и наблюдаете, как все краски начинают выходить из его образа. Точно так же можете открыть кран с ощущениями и со звуком. Звук, например, можете просто выключить. Или сделать тише. Или заменить на другой звук. И по мере того, как вы убираете те или иные субмодальности, вам все легче и легче отдалять эту фигуру от себя. И через некоторое время эта фигура перестает сопротивляться, а может быть даже начинает сама улетать. Можете позволить ей улететь самой. И через некоторое время вы можете увидеть, как она становится плоской, может быть, превращается в какую-то старую фотографию, черно-белую, с эффектом сепия. И точно так же она может, например, от возраста на каком-то этапе начать разваливаться, истлевать. И в самом конце, где-то очень далеко, она может превратиться в прах, и ее, например, может развеять ветер.